6 месяцев прошло с момента запуска моей программы. Программа «Деньги от Апостола» заключается в том, что я плачу деньги за информацию. За 6 месяцев я выплатил более 50 миллионов русских рублей. Я плачу на карты банков РФ напрямую, на иностранные карты, на телефоны или же в крипте. Способы изучены, известны, вопросов ни у кого не возникает. Мне нужна информация от военных непосредственно с линии боесоприкосновения, а также от военных, находящихся в тылу, начиная от рядового состава и заканчивая старшими офицерами. Сейчас появилась необходимость в информации от МЧСников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ. Приоритетная связь по WhatsApp. WhatsApp не прослушивается. То, что вы получаете себе на телефон смс-ки, что ФСБ все контролирует, это все ложь и чушь. Второй канал связи – Telegram. Потом электронная почта для староверов. Пишите, отвечу всем. Если информация интересна, поговорим голосом. Информация всегда проверяется. Деньги наперед не платятся. Интеллигентный человек. Что? Просто интеллигентный человек. Интеллигент. Понял. Вы тоже интеллигент. А? Вы тоже интеллигент. Ну, стараюсь. По мере возможности. По мере возможности. А кто такие интеллигентные люди? Что такое интеллигенция? Интеллигенция – это люди, которые уважают себя и других, и мнение других, считаются с ним и стараются оставаться людьми, а не уподобляться стаду. Это лично мое мнение. А не уподобляться кому? Стаду. Стаду. К сожалению, у нас стадный инстинкт. Меня зовут Владимир. Я журналист. Расстегну можно? Пожалуйста, только я заберу микрофон сейчас. Угу. Проводим такие интервью. Уже пошел 3-й год. Есть ли какие-то вопросы ко мне перед началом интервью? Да никак нет. Никак нет. Даете ли вы добровольное согласие на запись и публикацию нашего интервью? Да. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда вы? Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Это не надо. Неважно. Да. Ага. Так. Мобилизованный контрактник. Да. Мобилизован. Мобилизован? Да. Когда? В сентябре того года. 23-го года. В сентябре как раз шла мобилизация, да? Я уже просто не помню. Она и не прекращалась. Она идет, идет и идет. Просто идет другим манером. Ну, сейчас в основном попадаются контрактники. Контрактники – это люди, которые поехали воевать конкретно за деньги под тем или иным предлогом. А сейчас дело в том, что мобилизованных всех, их подвели в один уровень с контрактниками. То есть, подписывают контракты, то же самое, как и у контрактников. Даже если закончился контракт, он автоматически продлевается. То есть домой не отпускают. Это понятно. И у мобилизованных, то есть то, что в один уровень с контрактниками. Я понимаю. Разницы, по сути, между ними никакой нет. Нет. Имею в виду, что шла открытая мобилизация, объявленная мобилизация, Да. под которую вы попали. Да. А контрактники – это немножко другая история. Контрактник – это, как правило, человек, который хочет денег заработать. Ему говорят, что воевать он нигде не будет. Будет что-то где-то охранять. Угу. Он типа как в это верит. Ну и попадает туда же, куда и попадают, в общем-то, все. Да, большинство, на 90%. Если нету каких-либо знакомств, блата и всего остального. Это да. Блата, знакомства оставим в покое. Угу. Берем самые частые случаи. Самые частые случаи. 90%. Так, вы хотели воевать, да? Я? Да. Я присягал, принимал присягу, поэтому взяли, надо.
Я принимал присягу. Ну, воевать я не хотел. У меня категория В, так же, как и сказали, ограничена. Тыл, ну, получилось. Я и был в тылу, выполнял обязанности старшины, пока не поссорился немножко со своим командованием. Угу. А что в тылу это где? В тылу на полигоне в Луганске, ну, я выполнял обязанности старшины. Угу. То есть одевал, обувал, оружие выдавал. В общем, вот такое вот, такие вот организационно-хозяйственные вот все эти вопросы, которые связаны с обеспечением. Это в течение какого времени? С и по? Практически с сентября по где-то число 20 февраля. Сентября того года, с конца сентября того года по число 20 февраля. А февраль уже 24-го? Да. Имеется в виду? Да. Угу. А что произошло? Какая ссора? Какой конфликт? Ну, я сам был виноват. Я на сутки позже вернулся с увольнением. На сутки позже. Да. А сколько лет вам вообще? 48. 48. Угу. Ну да, на сутки позже вернулся с увольнения. Причина для конфликта есть. И дальше? Ну, а дальше сказали, не хочешь служить спокойно, езжай, служи, как положено. А все это время, в общем-то, вас все устраивало? Зарплата неплохая приходила, да? Ну, зарплата мне приходила всего 2 раза пришла. Как это 2 раза? Ну, а потом пошли задержки. И вот мы все разбирались. Ну, начальство сказало, да, мы разберемся. Это у многих людей, у многих военнослужащих, которые приезжают, начинаются проблемы с переоформлением карт, какие-то там задержки, кто-то кого-то что-то там недоперевел и все остальное. В общем, бардак такой вот своеобразный, внутренний. Это такое дело. Не могут перенести одну бумажку с одного кабинета в другой. Ну, в общем, или нажать если... кнопку на компьютере. Да, это понятно. Ну, в общем, если вы не хотите служить по-нормальному, то будете служить не по-нормальному, где и как. Ну, сначала отправили в Горское, это Луганская область еще. Там я был на своеобразной, тоже как перевалочная база была. Я занимался, в принципе, тем же самым, что и на полигоне. Люди приезжали, одевали, обували, кормили, поили. Если было оружие, значит, оружие выдавали. Через определенное время приезжали за людьми. Их забирали. И приезжала буквально, может, там, через 2-3 часа, может, на следующий день другая партия. Так. Дальше. И вот таким вот образом до практически чисел 20 февраля в одну прекрасную ночь поступил приказ от командования. Меня подняли, сказали, собирайся, и вместе со мной еще 5 человек. Ты выезжаешь. Берестовое. Берестовое – это Донецкая область. Мы выехали в Берестовое. Там поселились в так называемом доме Павлова. Там квартировались. Ну, расположение там было. Ну, мы так его прозвали, потому что действительно, как дом Павлова, уже разрушен весь практически. Вот. И там я тоже продолжал как бы заниматься тем же самым. Уже выдавал оружие. Разгрузку. В 3-й раз ровно то же самое. Да. Ну, занимался этими вот организационными вот этими всеми вопросами. Когда же мы уже дойдем до момента, когда вы уже что-то начали делать другое? Ну, по мере, как бы это мягче сказать. Ну, в общем, говорю, какие... У нас не обязательно мягко говорить. Мы пишем для Ютуба, у нас ограничений нет, цензуры нет. Ну, по мере человека уничтожения личного состава подразделений нашей бригады, потому что были штурма, люди приходили, уходили, бои шли тяжелые. И по мере человека уничтожения личного состава уже собирали то, что оставалось, то, что еще может ходить, то, что еще может двигаться, кто еще хоть что-то соображает. Чего вы себя под оно подвели? Чего вы себя под оно подвели? Нет, я говорю... Под средний род, то, что осталось.
Ну, те люди, что остались, те солдаты, что остались. Я говорю, я понял. ну, я это имею в виду. Почему оно? Ну, потому что, ну, я не хочу сказать, что я прям с высшим образованием, хотя высшее образование есть. Но я Какое, кстати? Театральное. Театральное? Да. Театрал? Да, я 6 лет отслужил на сцене, на профессиональном. Кого играли? Чехов и Платонов. Угу. Еще? Ой, в «Бесприданнице» играл Паратова Сергея Сергеевича. Паратова? Да. Ну, классику практически всю, ну, в главных ролях. Угу. Вот. Усы у вас были густые? Все было, все клеили, как говорил у нас режиссер. Актер должен быть лысый, как одно место. Угу. Остальное все ему сделает гример. Театрал у нас впервые. Впервые на интервью. Театрал. А какого театра? В Котловском драматическом театре. Я в Армавирском театре работал, начинал. Ну, я начинал еще самые низшие. Ну, в общем, с учеников, мягко выражаясь. Потом пригласили работать в Котловский драматический театр. И предложили учиться в Ярославском театральном институте на очно-заочном обучении. Угу. Я поехал в Котлас, отучился. В 2004 году закончил Ярославский театральный. Угу. Но получилось так, что наш директор и руководитель нашего курса Ревас Сидорович, царство ему небесное, ушел из жизни. Ну, сами знаете, когда кто-то уходит, приходит на другое место, на его место другие люди, и начинаются свои всякие там. Вас же, наверное, можно посмотреть где-то в Гугле. К сожалению, это было с 2001 по 2006 год, там практически ничего. Тогда еще не было. Да, меньше загружали намного. Да, согласен. Да. Нет, там какие-то статейки там есть, конечно, в интернете можно найти. Угу. А что, перестали заниматься? По возрасту? Нет. Ну, я говорю, Ревас Сидорович умер, и пришел другой художественный руководитель. Ну, и, в общем... Не поладили? Да. Ну, вот. Понятно. Это я такое хотел спросить. Акунина не ставили? Нет, Акунина, к сожалению, нет. Акунина сейчас они ставят. И не ставят. Не ставят? Ну, что-то хотели, по-моему. Хотели. Вы ничего не знаете, нет, по поводу Акунина? Нет. Нет информации у вас? Нет. Читайте. То вслух читайте. Да я плохо вижу просто. Мы же на публику работаем. Меня трошил реестр. Понятно, Борис Акунин, иноагент. Все, принято. К сожалению, книги у нас... Бориса Акунина запрещены в России. Спектакли по книгам Акунина запрещены в России. Как вы к этому относитесь? Ну, как говорится, классика, я считаю, что, конечно, театр это своего рода как бы и политический имеет аспект, подтекст. Но я считаю это, немножко, так мягко выражаясь, некрасиво. Некрасиво. Надо уважать чужое мнение. Неинтеллигентно. Неинтеллигентно. Не понял. Неинтеллигентно. Да, мягко выражаясь. А что вы говорили про стадо? Вот стадный инстинкт. Что вы имели в виду? Стадный инстинкт? Ну вот, я не прошу характеристику стадного инстинкта, но я когда только вот включал, подключал, да. Вы говорите, стадный инстинкт, да. Ну, к сожалению, у нас как было еще в советское время, страна советов, у нас люди любят покиздеть только за столом. Порешать, кому что делать, кто какой хороший, кто какой плохой, как надо делать, что делать. А когда доходит до чего-то конкретного, как-то никого не оказывается рядом.
Даже если бы кто-то что-то и хотел попробовать как-то что-то где-то и чего-то сделать, эти киздоболы, они сразу исчезают, и все. У нас страна советов, как была, так и есть. У нас умеют советовать, но не могут делать. Могут сказать, что тебе делать, как делать. Это из категории, почему на Красной площади нельзя заниматься любовью женщины. Советами замучают. К сожалению, это осталось у нас. Я категорически это не приветствую. Если ты уж решил, то бери, делай. Но у нас, к сожалению, так. Не только на кухне это и... Ну, в общем, страна советов. В большинстве своем оно так и есть. Это, я понимаю, что это моя родина. Ну, я родился в Советском Союзе, конечно, но тем не менее. Но это будет не в обиду моей родине сказать. Об этом все прекрасно знают. Ну, я тоже родился в Советском Союзе. Моя родина Украина. Никак не Советский Союз. Ну, моя тогда Россия получается. Ну, Россия, ну, я не знаю, я не отделяю Советский Союз. У меня жена была с Украины, мы прекрасно жили, она ездила сюда, из-под Херсонской области. Потом ее родственники. Нет, бабушка у меня была с Украины, но, к сожалению, даже еще какие-то родственники на Украине есть, но бабушка ушла из жизни уже давно, и как бы у нас не осталось там связи, ничего такого. Но жена у вас осталась? Та самая с Украины? Нет, мы в разводе сейчас. Ну так я же сказал, потом развелись. Да, по-моему, да. я так сказал. Как вы попали в плен? Как я уже ранее говорил, по мере человека уничтожения личного состава собирают тот личный состав, который есть в наличии, ставят ему задачи, которые ставились предыдущим. Ну, определенные задачи ставят, кому какие. И отправляют. То же самое было у нас. Мы собрали 6 человек, группу. Поставили задачу выйти в район 9-й трубы. Это по железной дороге, населенный пункт Белогоровка. В район 9-й трубы, дальше выдвинуться вдоль железнодорожного полотна на лесополку. И, как нам сказали, там пустые позиции, которые брошены, ну, в общем, оставленные позиции. Найти эти позиции, нам примерно показали, где они находятся. Примерно показали, где они находятся, сказали, если что, по рации подскажем. Окопаться и 3-4 дня быть там, в общем, закрепиться на позиции. Что мы, в принципе, и сделали. Мы по двойкам выдвигались, дошли, одни из немногих. К сожалению, один, не знаю, как назвать, в общем, педагог по дороге сбежал, просто сбежал, бросил нас и ушел. Ну и что? Вот. Мы пошли дальше. А он кто такой? От него что зависело? От педагога? От этого педагога, ну, это предательство. Бросить своих товарищей, своих боевых товарищей, мягко выражаясь. Это как выстрел в спину. Как пел Владимир Семенович Высоцкий, я против выстрела в спину. Было у меня там в песне слова такие, когда стреляют в спину. Ну, он также и против выстрела в упор, если что. Да, и против выстрела в упор. Вот. Один потерялся по дороге. Ну, вы же шли стрелять и в спину, и в упор. Вот. Ну, Бог ему судья. Всем нам он судья. Что было, то было. Мы просто выполняли приказ. Пошли, зашли, дошли до трубы.
Вы уже второй раз говорите о приказе и о присяге, так, как будто бы эти слова снимают с человека любую моральную ответственность за любые поступки. Нет, не снимает. Я абсолютно не снимаю с себя ответственности. Я готов нести любую ответственность. Если что-то я... Но дело в том, что здесь и сейчас мы не говорим о ответственности юридической. Есть Мы говорим исключительно о моральных аспектах происходящего в этих наших интервью. Мы также призываем ваших родственников забрать вас побыстрее из плена домой. Это, в принципе, основная цель. Но при этом я не часто общаюсь с людьми с высшим образованием вашего возраста, уже пожившими. Поэтому тут имеет смысл и о морали поговорить. Да, я согласен. Ну вот вы уже второй раз говорите, там ответственность, давал присягу. И когда вы говорите против выстрела в спину, против выстрела в упор, и я вам говорю, вы же шли стрелять и упор, и в спину, и как угодно. Да, да. Нет, нас приучили, ну я уже как бы не люблю очень много, если я что-то сказал или пообещал, я привык выполнять и делать. Поэтому я не люблю, извиняюсь, звездобольство. Лучше делать. Я никогда не был теоретиком, я всегда был практиком. Угу. Вот. Поэтому был приказ, мы должны были его выполнить. Угу. Один потерялся по дороге, он ушел от нас. Мы дошли до 9-й трубы. Вышли на заданный маршрут, нас вели по рации. Я повернулся назад, вышли мы впятером, нас было 6, вышли впятером, мы собрались и в трубе. Повернулся назад и смотрю, у меня двое, тоже моих сослуживцев, как-то идут в обратную сторону, чем мы. Я говорю, куда? Да мы там забыли, сейчас догоним. Ну, забыли, догоним, а каждая минута промедления стоила жизни. Мы пошли дальше. По рации нам сказали координаты. Ну, не координаты, а приметы, да, проходите. Там, что видишь? Я говорю, вот колючая проволока передо мной через железку. Да. Дальше блиндаж разоруженный. Да. Вторая колючка. Да. Насыпь заканчивается. Да. Поворачивайте налево. Да. Один товарищ, царство ему небесное, немножко раньше свернул, когда услышал команду «сворачивайте налево». Сомневаюсь. В лесополку. Сомневаюсь. По поводу Царства Небесного сомневаюсь. Ну, вот. Ну, его уже нет в живых. Неважно. Да. Неважно. Угу. Он, как услышал команду, что сворачивайте налево, там тропиночка была, такой небольшой утесик, подъем, спуск, подъем, начиналась лесополка. Ну, примерно по то, что нам показали на фотографии, что там где-то, как оно там стрелочками показали, там должно быть там, это вот там, это вот там, ну, в общем, вилами по воде. Вот. Ну, тем не менее, он свернул, мы со вторым моим товарищем прошли немножко дальше. Но это нам, наверное, и спасло жизнь. Ну, отошли, может, метров на 100 немножко дальше и услышали выстрел. Развернулись и побежали на выстрел. Выстрелы были за спиной у нас. Когда спустились с этой горочки, куда позывной у него «Счастливый» был, увидели, что лежит Счастливый, уже мертвый. А на нас смотрели 4 ствола с расстояния 3 метра. Нам сказали: хлопцы, вариантов нет. Хотите жить, бросайте оружие. Мы бросили автоматы. Нам сказали лечь на землю. Обыскали.
И в этот момент появилась птичка из того, что я услышал из радиоразговоров по рации тех людей, которые нас держали под прицелом. Эта птичка была не их. Чья была эта птичка, я не знаю, но факт в том, что буквально минуты через 3-4 нас в том месте, где мы были, начали очень плотно обкладывать минометным огнем. Опять-таки тоже из разговоров по рации, то, что я, из разговоров, то, что я услышал, была дана команда тем людям, которые были в блиндаже, нас забрать и увезти. Что они, в принципе, сделали, наверное, может, этим и спасли нам жизнь. В чем, в принципе, и нет ничего удивительного. Вот. Всю дорогу практически, что нас вели, вслед ложились, довольно-таки близко. Мины. Вы понимаете, что это ваши по вам били? Да, понимаю. Это мой долг, я его отдам. Когда вернусь, обязательно отдам. Вы в это верите? Я? Да. Я верю. Если я стану жить, то этот долг я отдам. Кому конкретно? Об этом история умалчивает. Так об этом история и будет умалчивать. Вы же прекрасно понимаете масштаб обстрела, радиус. То есть, вы же не понимаете, кто это был конкретно. Кто отдал приказ? Кто отдал приказ, примерно я знаю. Вот. Это мой долг, я его отдам. И нас увели, после чего... Сначала вам отдадут долг ФСБшники, которые вы попадете после обмена. Обязательно. Потом вы будете рады, что живы остались. Я уже рад, что я жив остался. Не, это понятно. После ФСБ. Я имею в виду... А, уже были один раз? Уже были один раз? ФСБ? Да. Нет, я не был, слава богу, не хотелось бы с ними встречаться, но все равно придется. Да, нет, я имею в виду, сейчас вот тут уже можно выдыхать, потому что вы, я думаю, уже за пару дней поняли, что украинский плен – это немножко не то, что вам о нем рассказывали. Я думаю, рассказывали, да? А вот ФСБ, когда вы попадете после украинского плена, вот там немножко другая ситуация. И после этого вы действительно можете еще раз обрадоваться, что если вы там выжили, остались со всеми своими конечностями, вам ничего не аннулировали. И тут вы понимаете, что лучше молчать, забиться максимально, да, куда-то стать максимально это если еще повторно на второй круг служить не отправят. Я думаю, вас не отправят ввиду возраст уже, все дела. Вот, но тут 50-50. И после этого вы никому никаких долгов отдавать не будете уже. Что-то мне подсказывает. Вы даже говорить не будете после этого. Я немножко не соглашусь с вами, потому что я знаю себя. Если я сказал, я все равно это сделаю. Ладно, все. Я чисто рассуждаю. Чисто рассуждаю. Потом была встреча выпускников с вашими, с украинскими, как УСБ, или как она называется? Служба безпеки Украины. Но вот этот момент меня как раз-таки не интересует. Все. Потому что они делают свою часть работы, а я даю свою часть работы. Да. Потом оказались здесь. Это понятно. Может быть, вы видели нацистов? Нет, не видел. Я бы даже, наверное, хотел бы сказать спасибо тому командиру, который дал приказ нас увезти, и тем... Вы же обменный фонд, это тоже его работа, это тем не менее. Нормально. Вы не задрухсотили, и хорошо. Да, хотя варианты были, уже там порывались. Варианты на нуле всегда такие есть. Тут любой неосторожный взмах бровей может привести. Совершенно верно. Да. Даже вздох. Угу. Так что тут такое. Тут мы... живы, слава богу. Да, я не об этом. А нацисты-то где?
Вы понимаете, к чему я веду или нет? Я понял, понял про что. Не видел. Вы третий раз повторяете, что вы их не видели. Но вы понимаете, почему я задаю этот вопрос? Я понимаю, да, потому что, это политика, оно озвучивается и вбивается в голову, промывает мозги все. И по-своему. Нет, нацистов я не видел. Натовцев, может быть? Нет, натовцев нет. Слышал только украинский язык. С натовцами интересная история вообще. Вы знаете, что у вас по телевизору, как по телевизору и в официальной военной пропаганде, вы вообще понимаете, что в России работает именно натуральная военная пропаганда? Так же, как и в любой стране, которая ведет боевые действия, работает военная пропаганда. Да, я понимаю прекрасно, что это пропаганда и все остальное. Да. Есть варианты, были люди, которые толкали речи, такие горячие, прям пламенные речи. А пламенные горячие речи – это даже не полбеды. Суть в том, что вообще нельзя высказываться против того, что происходит. Вот в Штатах, когда в Вьетнам была война, да, там можно было, там концерты проводили, там целые митинги были, выступали. Там тоже была военная пропаганда. То есть в том плане, что да, идите, там вы герои и все такое. Но можно было сказать что-то против. А у вас нельзя. У нас нельзя. Боже, неужели что-то ответил? Оху, еще один. Наконец-то дошло сообщение. Военная пропаганда рассказывает о том, что у нас здесь нацизм. В частности, ваш фюрер объявил денацификацию и демилитаризацию. Вы знаете? Да, это я слышал. Так. С демилитаризацией понятно? Или нет? Да, понятно. Как она работает? Территория отжимается, мягко выражаясь. Нет, демилитаризация – это не территория. Демилитаризация – милитари. Демилитари. Милитари. Разоружение. Я понял. Но это не очень хорошо работает, если что. А с денацификацией что? Человек объявил полномасштабное вторжение в соседнюю страну на основании того, что у нас здесь нацистский режим. Вы прошли все круги ада. Начиная от передовой, где вас обстреливали свои же, заканчивая попаданием к нашим одним, к нашим вторым, и, собственно говоря, уже к нашим третьим, и ко мне, это я уже пятое звено, в общем-то, последнее, да, заключающее в этой всей цепочке. Вы должны были видеть нацистов. Если он объявляет денацификацию, это не говорит о том, что у нас здесь какие-то маргинальные группки какие-то. Это означает, что у нас тут прям вот все в каком-то нацистском режиме. С того момента, как у меня были развязаны глаза, нацистов я не видел. Я понял. Как вы можете прокомментировать спецоперацию по денацификации? Кого денацифицируют? Я затрудняюсь сказать. Мирное население, наверное. Это да. Которое страдает больше всего. Только это не денацифицируют, а это просто называется геноцид, если что. Ладно, а какими вы вообще видите цели вашей специальной военной войны? Честно, уже не понимаю. А какими вы их видели? Трудно представить. Я даже не могу сейчас и объяснить данную ситуацию. Не можете. Затрудняюсь. Это видео длится 40 секунд. В нем есть 3 ключевые цитаты вашего фюрера о целях того, что вы здесь делаете. И о результатах, как результат. О результатах, как результат. С датами соответствующими. Послушайте, и я вас еще раз спрошу, какие цели?
Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Что касается длительного процесса результатов СВО, ну, конечно, это длительный процесс, может быть. Так, но потом вы упомянули о том, что появились новые территории. Ну вот, и такой все-таки значимый результат для России. Вопрос остается тем же. Какие цели реальные того, что происходит? Из того, что было сказано, новая территория. Разве это как-то еще можно объяснить? И то, что сказано, и не то, что сказано, и вообще все то, что происходит. Войска одной страны вторгаются в другую, доходят до столицы, правда, потом им приходится уйти. А потом идет борьба на вот этих вот клаптиках. Донецкая, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области. При этом, что там делает Запорожская и Херсонская, непонятно ни с какой точки зрения, потому что вроде как разговор шел за Донецкую и Луганскую, нет, никаких ЛНР, ДНР, есть Донецкая, Луганская область Украины, да. Но этот вопрос опять-таки тоже снялся еще тогда, когда они были под Киевом. Потому что если ты хочешь защищать ЛНР, ДНР, то иди в ЛНР, ДНР, так называемых, которых не существует, которые вообще никто не признавал, не признает. Вот и все. Какие еще есть цели, кроме как попытки захвата и оккупации территорий? Какие реальные цели мы можем назвать? Хорошо, а вы видели, что случилось с городами? Вновь, не вновь, а вот сейчас оккупированными? Видел. Руины. Руины. Какие города вы можете назвать? Не города, мы в городах мы не были, в основном поселки, то, что мы проезжали, руины в основном. Угу. О, начинают по чуть-чуть отвечать. Это что происходит на видео? Раскапывают братские могилы. Ну, захоронение. Это эксгумация тел. 440 тел эксгумировано в Изюме Харьковской области после того, как оттуда были выбиты оккупационные рашистские войска. Это я вам рандомно сейчас показываю какие-то видео вообще, да, то есть, ну, тут просто у меня подборка как бы на все случаи жизни. Вот я тут проматываю, думаю, ай, покажу вот это, вот, ай, покажу вот это. А про ФСБшников, да, вот мы говорили, да, что с вами будет после возвращения. Вы говорите, я вот то, я вот это, вот. Вот с этим молодым человеком я тоже общался. Плохо видите. Ну ладно, может увидите. Давайте попробуем. Смотрите. Давали только воду пить, будет бутилировано. Кормить не кормили. Вот это вот, он после плена. Кормить не кормили, давали только воду пить, бутилировано. Кормить не кормили. А это вот он до плена, при взятии в плен. Бутилировано. А это он у нас на интервью. Давали только воду пить, бутилировано. Внимание, вопрос. В какой именно момент плена его не кормили и давали ему эту пресловутую бутилированную воду, если при попадании в плен он в 2 раза меньше, чем после плена? Да, об этом история умалчивает. Что происходит с вами после возвращения? Что будет, то будет. Даст Бог, вернемся домой. Да, даст Бог, конечно, вернетесь домой. Я и хочу, чтобы вы вернулись домой. Только я не сильно хочу. Вот ваши вот эти Гойда все. Слышали Гойду? Нет, честно. Ну, как это Гойду вы не слышали? Может, слышал, но нет. Гойду, мне кажется, вы обязаны. Священная война! Ну, смотри, священная война. Священная война! Мы идем! Гойда! Это? Вот как нас умеет любить дружина.
жить и умирать, это, конечно, да еще в таком количестве, как это не печально и не страшно. Вот, наверное, в этом наша сила, в том числе отличие от всего мира. Давайте об этом поговорим в двух словах. Так как наши умеют умирать, еще и в таких количествах, вот это вот, наверное, отличие от всего мира. Ну, я с ним где-то согласен. Возьми любого европейца и скажи ему, что он сейчас должен пойти в другую страну в 50 с лишним лет или там в 40 с лишним лет, да, воевать просто потому, что он давал присягу, он вот так вот покрутит пальцем и скажет: вы больные, что ли? Вы конченые? Вы не навоевались еще? Вы не помните Гитлера? Вы не помните Вторую мировую? Вы не знаете, что война – это смерть? Какая присяга? Я давал присягу защищать свою родину, а не ходить убивать других людей. Может быть, это правильная постановка вопроса? Как считаете? Ну, здравомыслящего человека, да. А вы себя относите к здравомыслящим? Уже, наверное, и нет. Понятно. Ладно, я задам один только простой вопрос, для того, чтобы снять все вот эти вот разговоры про какие-то глобальные вещи. Вы понимали, вот, когда вас мобилизовали, да, что будет? Представляли себе это таким? Нет. Нет. А если бы представляли, что бы вы делали? Не только представляли, а точно знали. Если бы точно знал, я бы, наверное, сделал все, чтобы не попасть. Вот и все разговоры про присягу, приказ и долг. Потому что не было у вас никогда долга ходить в чужую страну, в которой вам делать нечего. Не было. И точно так же, как у какого-то немецкого мальчика в трусиках в 1939 году, которого точно так же мобилизовали, как вас, и ему точно так же рассказывали. Вот что такое военная пропаганда. Это когда в стране все дышит тем, что ты обязан, должен идти и делать. И никто не имеет ничего против сказать. Вот это было тогда, и это есть у вас сейчас. Вот это настоящая военная пропаганда. Я не думаю, что все немецкие мальчики в трусиках в 1939 году. В трусиках знаете этот мем? Нет. Там одна рассказывала вроде как, что украинцы берут мальчика в одних трусиках, прибивают к забору, распинают и все такое. Не слышал. Ну, неважно. Я не думаю, что все они были плохими. Немцы. Я не думаю, что все они прям хотели там убивать, уничтожать, что у них такая тяга была безумная. Они просто это делали, потому что у них приказ. Так в чем принципиальное отличие? Слово «приказ» не освобождает ни от чего. Ладно, давайте звонить вашему дяде, да? Дядя. Что мне пишут, я не могу понять. Принял, у меня камера плохая, можете позвонить дочери Татьяне, она в курсе и находится со мной. Пожалуйста, дочь совершеннолетняя. Вот мне нравится, как мыслят. Можете позвонить, я вроде знаю дочь Татьяну и знаю ее номер телефона. Да? Ну, пришлите номер телефона дочери Татьяны, откуда я его знаю. Он его тоже не знает. Или пусть дочь Татьяна напишет мне на этот номер, чтобы мы могли сразу позвонить. Добрый день. У вас очень много всего там говорит одновременно. Все, я все выключил. Да, здравствуйте, меня зовут Владимир, я звоню из штаб-квартиры НАТО. Ваш племянник у нас в плену. Это серьезно или шутка такая от Игоря? Нет, дядя Гусев, это не шутка. Я в плену. Значит, его взяли в заложники. Они требуют $1 миллион и вертолеты, и советуют с ними не шутить. У меня, к сожалению, ни того, ни другого нету. Слушайте, ребят, вы же театралы, я думал, вы нет. Или дядя не театрал? Дядя театрал. Дядя выглядит как театрал. Дядя не театрал. Дядя не театрал, но начитанный человек. Он просто
Думаю, что это все шутка. Вы думаете, это шутка? Да, хорошо, это все была шутка. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины, и в плену ваш племянник именно в Украине. В НАТО мы еще пока что не вступили. У вас просто поэтому... так, да, у вас просто так много об этом говорят, что я немного шучу. Говорить с ним будете? Ну, если можно, с удовольствием, конечно. Да, разговор этот под запись и для публикации, я вас предупредил. Говорите, в руку говорите. Привет, дядя Юра. Привет, Игорь. Ты в плен попал, значит? Да. Ладно. Так, что я могу для тебя делать? Время мало. Я жив, как дальше что будет. Там небесная канцелярия сама разберется. Ты не забудь. Вы о чем сейчас? Ты самое главное, он знает о чем. Ясно. Дядя Юр, тебя не видно. Да, я вот сейчас пытаюсь. Вот. Ну ты слышишь меня? Да давай Я тебя хорошо слышу. Угу. Можем перезвонить. Дядя Юр. Там надо на камеру вы случайно нажали. На камеру случайно вы нажали. Я, наверное, на что-то нажал не так. Я тебя хорошо слышу. Ну давай, слышишь, я говорю так. Ты не переживай сильно. Я жив, но в плену. Ну, это главное. Да, это главное. И ты не забывай, что ты мне обещал, что ты меня дождешься. Потому что мне будет потом... Мне будет очень хреново, если ты не дождешься. Я очень надеюсь тебя дождаться. Про все остальное ты знаешь, я когда уезжал, я тебе все сказал. Где документы в сумке, и что там с ними надо сделать, ты тоже знаешь. Давай, всем большой привет. Бусенку в Я нос. очень надеюсь, дождешься. Дядя Юра, Бусен, дослушай, дядя Юра. Дядя Юра – это ваш ближайший человек, родственник, который может за вас походатайствовать? Или есть еще кто-то? Нет, это мой ближайший человек. Ближайший, дайте я скажу пару слов. Значит, сейчас никаких шуток, да, я абсолютно серьезно вам говорю это. Его должны внести в статус военнопленных, понимаете? С вашей стороны. Что для этого надо? Для этого надо идти в военкомат, в Министерство нападения, в военную прокуратуру, во все ваши инстанции и говорить, он в плену. Как я уже говорил, Запад-1, запишите это. Это лагерь такой. Они там спрашивают, значит, это по сути не играет никакой роли, но они это спрашивают. Вы скажите, что придет письмо от Красного Креста. Также придет письмо от Красного Креста. Ну и также, если вы могли бы сделать видео с ним... Как называется Запад-1? Запад-1. Да, это лагерь для военнопленных. В районе Львова, да, сказали? Да, в районе Львова, но это не важно. Это все абсолютно не важно. Суть в том, чтобы признали, что он официально находится в плену в Украине и забрали его на обмен. Это наша цель. Ваша цель обмена? Конечно. А какая еще? Ну, я понимаю. Его, наверное, тоже. У вас там, конечно, может быть, рассказывают, что мы на лоскутки здесь режем пленных. Нет, я отношусь ко всему трезво. Он очень здравомыслящий. Пропаганда, она с обоих сторон, и с вашей, и с нашей. Я стараюсь объективно смотреть на вещи. Объективно это как? Вы знаете, я не могу, правду говорить по телефону. Не хочу, чтобы со мной тоже пришли. Вот это это о чем вы говорили, да, с вами? Знаете, в чем наша пропаганда и ваша отличаются? Тем же, чем наша армия отличается от вашей. Наша работает на защиту, а ваша на нападение. Вот и вся разница. А это мне можно не объяснять, это я сам понимаю. Игорь знает мое отношение ко всему этому. С плена его забирайте. Значит, мне надо пойти в военкомат, написать заявление, что он в плену, Запад-1, и чтобы его включили в список военнопленных. Именно так.
Да, если что, там моя фотография у тебя есть. Да мы ему сейчас видео отправим. Ну и сейчас и видео отправят тебе. Можешь показать видео. Хорошо. Хорошо, обязательно. И я тебя еще раз прошу, дождись. Хорошо? Слушайте, да он нормально, бодро выглядит. Потому что ты знаешь, что мне без тебя будет очень хреново. Ладненько. Я догадываюсь. Там ребята стоят уже почти час в коридоре, тоже ждут своей очереди. Ладно, поговорить давай, с родными. Игорек, я тебя обнимаю, я тебя жду. Давай, если что-то получится сделать с твоей стороны, ну, попробуй, по крайней мере. Ну то, что мне сказали, я сделаю. Ты не помнишь, тут где наш... Ну, найду военкомат. Это наш район, ты же здесь прописан. Да. Ладненько, я тебя целую, обнимаю, бусенку в носик. Давайте, дождитесь. Бусенку, вот она, давай. Танюшке напиши, что я ее очень... Танюшке напиши, что я ее очень люблю. Только не говори, что я в плену. Хорошо, скажу просто, что прозвонился, и вряд ли бы скоро опять удастся позвонить. Да. И куме. А там уже ты сам как. Куме позвони, скажи, пусть сынуля поцелует, а меня обнимет. Я тоже надеюсь, что я еще это сделаю сам. Ну, ей тоже ничего проблем не буду говорить, только привет от тебя передам. Короче говоря, и крестнику денежку пошлю. Хорошо. У него скоро день рождения, не забудь, отправь. Хорошо? Ну, я обычно в первых числах месяца посылаю всегда, 1-2. Ладненько, дядечка Юрочка, давай. Все, родненький. Игорек, обнимаю тебя. Давай. Что, у него нет $1 миллиона и вертолета? Нет, просто вы говорите, про что я говорил. Не, просто когда выходил. Я думал, он просто в курсе, что вы в плену, а оказывается, он вообще не знал. Нет, никто не в курсе. Мы БП. А вы там, знаете, что вы там будете в списке этих без вести пропавших до тех пор, пока он вас не внесет? Да. Вот я вот это вот хотел бы ему записать. А именно, чтобы вы не были в списке без вести пропавших, а вас занесли в список военнопленных. Представьтесь, как вас зовут, фамилия, отчество. Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Рождение. Проходил службу в 123-й бригаде, 1-й батальон. Я нахожусь в плену. Лагерь для военнопленных Запад-1. Ну, все, прошу забрать меня из плена, наверное, так, на обмен. Если будет возможность, прошу включить меня в список обмена. А что, у них не будет возможности, что ручка не пишет? Может, желания не будет. Ну да, я надеюсь, будет. Тем не менее, я жив, нахожусь в плену, жду обмена. Вот эти ваши упаднические настроения. Нет. Что я, наверное, верну. В общем, вы вернетесь. От нас вы вернетесь, это уже гарантированно. Но если сюда, конечно, сейчас российская ракета не прилетит, а они летят. Правда, далековато сюда. Я бы вас содержал бы как бы поближе к линии разграничения, чтобы вы хотя бы чувствовали, что происходит. А то вы тут вообще... Вроде как действительно в Украине все спокойно и не происходит ничего. Наверное, так думаете. Поверьте, я знаком, что это такое. Вы понимаете, что вы у нас тут оккупант? Да, я оккупант. Да, фактически я оккупант. Я нахожусь на чужой территории, за границей своего государства. Да. Ну, в принципе, в общем, все понятно. Особого красноречия я от вас не услышал, а надеялся. Может, от себя что расскажете, добавите жирными мазками. Как там, этюд в фиолетовых тонах, или как это называется? Домой вернуться. Главное то, что жив, и вернуться домой хочется. Это не секрет. Ладно, остается в таком случае. К сожалению, другого желания пока у меня нет. А то, что было, я хочу, чтобы мои родные дождались меня, конечно. Да я не про желание, я про, в общем, мысли, выводы какие-то. Мысли, выводы.
Да вывод один. Напрашивается. Все-таки великий человек был Владимир Семенович, его песни до сих пор они актуальны. Буквально все, что происходит сейчас, он написал еще много лет назад. Это вы какие песни имеете в виду? Никто же, не все же знакомы с творчеством. И военные песни. Высоцкого. И Высоцкого, да, военные песни. И очень, если просто даже послушать, можно вернуться в 80-е годы, в 70-е годы. Можно вернуться в 41-й год, 45-й год. Те же штрафные батальоны, те же всего лишь час пехоты, передышка и все остальное. Так что примерно так. Да. Только он пел о советских войсках он пел. Да. Которые защищались. Но об этой войне тоже споют песни. споют. И фильмы покажут. И фильмы пока все будет. Как думаете, вы в этих фильмах будете? Знаете, я даже не сомневаюсь. Извините, что я Ничего, пожалуйста. Я даже не сомневаюсь, что когда, если получится, даст Бог, поменяются, все-таки соизволят родная страна произвести обмен. Угу. Может быть. Это не касается вашей страны, это касается моей страны, в которой я жил. Не очень приятно будет там жить, так честно говоря. Ну, просто захочется, наверное, вот ты прав, забыть, забить и уехать куда-нибудь в тайгу. Ну, примерно так и будет, только без тайги. Ладно, что. Какую сцену из спектакля будем показывать? Какую сцену из спектакля будем показывать? Какую? Нет? Ничего? Нет. Давай сцену с Паратова. Я уже не помню, честно. Михалкову покажем. Он вроде еще живой. Я хочу, чтобы это изменилось. Нет. Давай с Яблоком. Нет. Вот Михалков нет. Михалков нет. Как он там говорил? Я ведь, милые мои, еду, не свищу. Да. На еду не спущу. Не спущу. Да. Вот у нас так. Остается только, чтобы вы порекомендовали людям, которые вас знают или же могут посмотреть, идти сюда, в Украину, воевать, значит, ну и все такое. Рекомендую. Рекомендации будут самые широкие. Это я обещаю. Самые широкие рекомендации будут. Да простят меня мое родное государство, блядь, Коняцкий положить на стол военкому и сказать: иди сам. Или просто вытащить из штанов, постучать так по столу. Вот уже театрально. Вот это уже я начинаю. И все. Понимать. Оцените шансы попасть на 0, куда вы, в принципе, все в любом случае попадаете, и выжить. И остаться при этом с ручками, с ножками, со всеми делами. — 10 из 90. 10 из 100. Неплохо. А в эти 10 входит попадание в плен? Да. А вы понимаете вообще, что это неабиякий, как это по-русски? Короче, неабы какой фарт попасть в плен вообще-то. Спасибо. Да. Всегда, пожалуйста.